уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Ребята, мы сегодня готовим настоящую армянскую бастурму. Ну, конечно, с одесским акцентом. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Друзья, взял сегодня говядинки кусочек. Дальше соль, обычная соль. Ребята, достаточно много. Здесь в этой прекрасной тарелочке у меня... Рассказываю. Нитритная соль моя любимая, добавлю в соль обычную. Смесь перцев, тут куча, белый, красный, паприка, зеленая, много. Короче, смесь перцев, но не острая сильно. Ребята, следующее, это кориандр у нас. Здесь у нас чаман, наверное, правильно. Кто армянин, тот скажет, правильно я произношу. Хотя, конечно, мой диалект одесский ничем. Просто скажу, это пажитник, ребята. Конечно, паприка сладкая, черный перец. Ну все, ребята, чесночок, буряк, я сделаю сок, потом покажу, шпагатик. В общем-то все. И мысочка, где поставить в холодильник это, чтобы она... Что делать, покажу дальше пошагово. Увидимся, друзья. Ребята, все, убрал пока специи, как всегда, в баночку, потому что нам будет надо от 3 до 5 дней солить мясо. Ребята, кто хочет все эти жилочки мойте, обрезать, либо взять идеальный кусочек. Я люблю жилочками, я делаю себе, люблю пенное пиво. И, конечно, делаю вот с жилочками, чтобы пожевать, знаете, как вкусненько будет. Все, не буду много рассказывать. Ребята, перемешиваю соль, немножко нитритной добавил, потому что, я же говорю, ботулизм никто не отменял. Немножко добавляю. И все это вот так вот постепенно, все... Ребята, все должно быть полностью хорошо в соли. Чем больше, тем лучше. Вот таким слоем со всех сторон я посыпаю солью, друзья. То же самое с другой стороны. Ребята, и так как я сказал, на 3-2 дня, ребятки, смотрите, сок появляется вот с этого мяса, где сок появился в емкости, которую вы поставите в холодильничек. Конечно, в холодильнике при температуре 3-5 градусов. Ребята, сливаем сок. Вот здесь мы сливаем сок, мы не маринуем в соке это мясо, мы сливаем, друзья. И, соответственно, дальше переворачиваем и дальше продолжаем солить нашу бастурму, друзья. Ребята, и пока наша бастурма солится в холодильнике, традиционный анекдот от меня такой. Бастурма же это жгущий продукт одессита на кухне. Ресторан. Тихая атмосфера, и вдруг, тихая атмосфера, жена, муж сидят, и вдруг к мужу подходит очаровательная девушка, чмокает его в щечку и спокойно уходит. Ну, жена, конечно, говорит, кто это такая? Муж такой, отстань. Я сейчас не об этом думаю, я думаю, как ей объяснить, кто ты такая. Ребята, и вот прошло 4 дня у нас. Мяско постояло в холодильнике, просолилось. Я сливал, ребята. Все, вот у нас получается вот такое вот мясо, ребятки. Посмотрите, с двух сторон. Я сейчас что хочу сделать? Я подумал, что если я придавлю прессом, у меня не сильно толстый кусочек. Я хочу разрезать его на 2 части и придавить прессом, соответственно, вот таким вот вариантом. Сейчас при вас вот на равные 2 части. Можно было сразу это сделать, но это не столь важно. Вот так вот разрезаю. Друзья, как раз посмотрим, как она просолилась в середине. Все, я разрезал, ребятки. О, посмотрите, уже цвет бастурмы, уже цвет есть, ребятки. Просто я хочу под пресс поставить, вы поняли, вот так вот, чтобы оно раздавило мне. Не было сильно тонкое. Если я поставлю так, мясо достаточно тонкое, еще раздавит, совсем будет тоненько. Все, ребятки, я сейчас подготовил чистенькую воду, прохладную, мысочку. И мы где-то на... Такие вот кусочки я сейчас еще промою под водой и отправляю водичку на часа 1,5 где-то вымачиваться. Все, друзья, вернусь к вам. Сегодня еще покажу, что будем делать. Увидимся. Ребята, я вот под краном промыл просто и отправляю вымачиваться. Все, погружаю полностью. Ребята, в процессе вымачивания, кто хочет лучше, чтобы она выпустила соль, то можно поменять водичку 1 раз. Все, часа 1,5-2 и увидимся. Ребятки, и вот вымочилось наше мяско. Посмотрите, какое шикарное наше мясо. Друзья, уже вымочилось. Ребята, что я делаю? Я отжимаю еще. Вылил воду, конечно. И еще отжал всегда. Вот беру так, отжимаю. Знаете.
И потом уже высушиваю полотенцем, друзья. Все, высушиваем полотенцем один кусочек другой, ребята. И я вернусь к вам. Нам нужно хорошо высушить. Смотрите, полотенце будет приставать. Не забывайте, что нужно все удалить. Все, на стол. И пошли высушивать. Потихонечку. Каждый кусочек придавливая хорошо, ребята. Вот так вот высушиваем. Вот так вот каждый кусочек со всех сторон, при том же, ребят, со всех, видите. Почему я разрезал? Я вот хочу вот как раз вот этой стороной где-то полотенце прилипло. Я убираю его полностью, ребятки, в сторону. Все. Всю бумагу убираем. Нам бумага не нужна. Весь этот компот убираем пальчиками. Он хорошо отслаивается. Все. Берите сухое полотенце и дальше высушивайте. Все, ребята, увидимся. Ребятки, подготовил как раз вот 2 бумажечки вот таких в 2 слоя. Посмотрите, полностью просушил наше мясо. Ребят, тоже как я говорил, что у меня кусочки тоненькие, у вас может быть получше мясо. Смысл от приготовления, ребятки, не меняется. Как бы момент такой, что вы моете. Я люблю жилками, потому что я делаю себе под пиво. Я люблю пиво, я делаю бустрому под пиво, друзья. Вы можете взять любое красивое мясо, вплоть до антрикотика хорошего, то есть биточного мяса, говядины, либо вырезки говяжьи, и сделать тоже буструму в таком же процессе. Ребята, подготовил, вот у меня есть старый от Гантель советский блинчик, вот такой хороший, такой старого образца, такой он тяжелый, настоящий, 5 килограмм, ребята. Для этих кусочков мне хватит, здесь написано 5. Ребята, что я дальше делаю? Я заворачиваю вот каждый кусочек, вот так беру посерединке, 1, 2. И красиво заворачиваю, ребятки. Разницы, как вы завернете, нету. Можно так, потом вот так. Знаете, как свадьба в Малиновке. Вот так вот. О. И так же само второй кусочек. Можно так, потом вот так. Вот этого танец не меняется, ребята. Вот так вот. Все, ребята, сделал. И теперь самое главное, почему я разверну и посмотрю, мне нужно, чтобы я поставил вот этой стороной широкой наверх. Раз. Да. Вот так вот, широкой. Ну, там даже по тому можно посмотреть, как вы, широкая сторона, где, как в калачике. То есть вот эта широкая сторона будет у нас. Подготовил 2 досточки, ребята. Слаживаю наше мясо широкой, самой широкой стороной. Вот так вот. 1, 2 рядышком, друзья. Закрываю следующей досточкой. Вот так вот. Закрыл следующей досточкой. И вот 5 килограмм поставил. И уже не в холодильник, ребята. Вот именно 5 килограмм. Для таких кусочков достаточно. Крупнее кусочки 5-10 килограмм. Все, ребята. Где-то на дня 2, я думаю, на балкончик. Пусть оно прессуется, пусть оно отдает полностью весь сок, который уже остался, я имею в виду внутри, потому что это все-таки вяленое мясо. А дальше вернусь и покажу, что мы будем делать с этим мясом. Увидимся, друзья. Ребятки, вот, достал с-под пресса, уже на веревочке пронизал. Ребятки, вот у нас что получилось после пресса. И где-то на дня, 1-2 дня отправляю на балкончик еще, пусть они повисят вот на веревочках, просохнут еще больше, чем они под прессом. Бумажку очистил, все очистил. Вот такие 2 у нас бустурмички получились. Вернусь к вам через 2 дня, будем готовить. Ребята, и пока мне осталось еще буквально часик, наше мясо на балконе подсушивается. Начинаем готовить. Высыпал смесь специй наших. Ребята, все будет в описании к видео, количество на определенное. Я чищу буряк. Буряк я добавляю. Можете добавлять гранатовый сок хороший, если действительно очень красный. Ну, я сегодня использую буряк для цвета более такого насыщенного красного цвета, ребята. Настоящий краситель. Не какой-то искусственный бурячок будет у нас. Сейчас посмотрите, как я это все сделаю. Очищаю. Затем возьму сейчас терочку. И на мелкую терочку это все натру. Все, вернусь к вам, как буду тереть.
Ребята, бурячок натираем на мелкую терочку, не спеша, спокойненько натираем бурячок. Ребята, сейчас натру буряк, вернусь к вам, покажу. У кого есть соковыжималка, можете испачкать одним или двумя буряками соковыжималку, потом ее помыть. Но я покажу, как это делается проще. Когда у меня такое количество, небольшое мясо, когда бы было большое, и мне надо было там 3-5 буряка, я бы, конечно, взял соковыжималочку. Все, ребята, вернусь к вам, перетираем. Ребятки, все, перетер буряк, подготовил салфеточку, чтобы выкидывать, что нам не нужно. Беру вот бурячочек двумя руками, аккуратно, чтобы не было вся в кухне. Вот видите, выжимаю сок из него. Потихонечку, руками, вот прямо руками, ребятки. Для чего я одел перчатки, чтобы руки не покрасило. Потихоньку выжимаю сок. Там остатки буряка потом заберу и отожму, соответственно, наш сок до конца. Бурячочек очень сочный. Посмотрите, один буряк сколько дает сок. И это я потихонечку еще не давлю. Вот до конца я полностью отожму весь сок из буряка. Ребята, все, вернусь к вам. Увидимся, друзья. Отжимаю. Ребята, отжал бурячка. Смотрите, как достаточно много сока. На всякий случай ситочка. И процедите наш бурячочек. Вот весь сок туда. Что останется в тарелочке, то нам не нужно. Все, друзья. Сейчас она процежится и буду перемешивать. Увидимся. Ребятки, и вот получилась у меня такая паста. Смешал. Смотрите, если у вас она густая, вы можете добавить чуть-чуть водички в пасту. То есть по желанию смотрите, чтобы она такая была, знаете, вот маслянистая, как я говорю, такой смалец, паста смалец. Видите, такого консистенции. Ребята, я водичку еще не убираю. Вот эти все специи, которые у нас были, все будет в описании. Еще кто смотрел видео, тот видел в начале, что я добавлял. Сюда я еще добавляю, соответственно, сжатого чеснока. Ребята, свежего сжатого чеснока. У меня небольшие кусочки мяса. Достаточно там зубчиков 5-6. Все, передавливаю чеснок, вмешиваю пасту и иду на балкон за нашим мясом, которое еще подсыхает. Все, вернусь к вам, покажу, что будем делать. Ребятки, и вот высушилось наше мясо настолько, насколько уже достаточно. Я просто трогаю его, смотрю, хорошая корочка появилась. Все, ребята, что мы дальше делаем? Подготовил такую тарелочку, вот прямо беру на весу. Вот так вот. У нас 2 кусочка, я примерно на 2 части делю наши специи. Если мало, добавите себе, увеличите. И начинаю полностью, ребятки, вот так вот тоненьким слоем со всех сторон полностью обрабатывать. Даже где-то на весу буду делать это. Обрабатывать нашу бастурму, друзья. Все, увидимся. Друзья, обработаю один кусочек, второй. Вот так вот полностью вытягиваю снизу вверх. Вот так раз. И вытягиваю, ребятки. Потом покажу, чтобы была гладкая поверхность, что я делаю еще. Все, пока мне нужно ее обмазать равномерным слоем со всех сторон, друзья. Потихоньку добавляю вот так вот где-то, если не хватает. И тяну. Упала, поднимаю. Все, увидимся. Ребята, я вот так вот замазюкал, и теперь я беру вот водичку, макаю руку и промазываю аккуратненько, легенько, все полностью, чтобы эти над тарелочкой, чтобы не капало. Все полностью промазываю со всех сторон, чтобы одинаково была гладенькая поверхность. Распрямляю, пальчиками уже разравниваю, где толще подтягиваю, немножко давлю. То есть уже на ваше усмотрение. Вот должна получиться наверх, опять же, все это красивенько так вот. Поднимаю, все выравниваю, где толще, где тоньше. Все, и отправляю на балкон. Ну, ребята, буду смотреть, буду трогать. Ну, я думаю, что как минимум где-то недельки она уже у нас подсохла. Думаю, неделька, полторы, а то и 2. Все, ребята, увидимся. Сейчас намажу другую. И на балкон прохладное место, либо в холодильник, если не на балкон у вас. При температуре порядка где-то 10-12 градусов даже можно, либо ниже. Ребята, и вот наша бастурма провисела
3 недели. Ребята, у меня балкон немножко влажный. Вы смотрите, я щупал. Кому как. Я люблю немножечко вот такую, чтобы она не совсем была, ну, засушенная. Я немножко ее завялил. Ребятки, что? Вот 2 штучки у нас, как они выглядят со всех сторон. Не в разрезанном состоянии. Посмотрите. Сейчас будем разрезать прямо при вас. И, конечно, потом будем пробовать. Вот они. Видите, как они у нас готово. Ну, какую, не знаю. Давайте любую. Одну. А запах, ребята, просто, ну, просто настоящий бустурмы, ребятки. Ну, давайте эту вот разрежем, эту чуть-чуть стороночку. Эту разрежем и посмотрим, что будет. Вот так вот я. Оп. Ой-ой-ой. Ребятки, что там? И момент истины, ребята. Вот она. Бустурма по-одесски армянская. Смотрите, какая красота. Все, сейчас сфотографирую, нарежу и вернусь к вам, друзья. Ребята, нарезал. С вашего разрешения налил себе немножечко газированной водички, лимонадика. И буду пробовать вместе с вами бустурму. Ребятки, посмотрите, какая красота. Вот прямо посередине беру кусочек, который отрезал. О, посмотрите, вот как она выглядит. Посмотрите, если на просвет вы видите, как она вообще со всех сторон просвещается. Вообще идеально, красивый цвет. Я люблю, я же говорю, здесь кусочек у меня жилочка попался. Вы можете выбирать кусочки мяса, которые вам нравятся. Я люблю жилочками. Я люблю жилочками, немножко жирком. Из-за этого я выбирал такой кусочек. Ну что, пробуем, друзья. Настоящая она или нет? Смотрите, специи не отваливаются. Количество специй достаточно. Их не надо много. Хотите больше, можете больше слой сделать. Ну, аромат, ребята. Ребятки, зачем я столько лет платил большие деньги за сухую буструму в магазине, ребята? Абсолютно один в один. Да, немножко больше времени, чем все остальное вяленое мясо готовится, но зато вы получаете свою домашнюю буструму, ту, которую хотите с жилочками, хотите без жилочек. Это просто прелесть, друзья. Это замечательно. Ребятки, готовьте вместе с нами. Видите, какие блюда мы уже готовим. Я вас люблю, целую, обнимаю. С пальчиками, с колокольчиками разбирайтесь. Друзей приглашайте на канал. Будем развивать канал вместе. С вами была Одессит на кухне. До скорых встреч, друзья. Пока. Пока.